Давно хотел попробовать сделать интересную и необычную конструкцию, которую почему-то никто не делает. В моем маленьком сарайчике лежит много интересного, чего там только нет, и он постоянно пополняется. Там долго ждет своего часа просроченный огнетушитель, обычный порошковый. Тут же в сарайчике хранятся и пустые маленькие баллончики от сжиженного газа для кемпинговой горелки. Давно хотел их попробовать заправить, но что-то опасаюсь. В этом проекте они тоже пригодятся. Здравствуйте, друзья! Привет-привет. Огнетушитель старый, давно просроченный. Манометр совсем не показывает давление, и стрелка ушла на красную зону. Надо попробовать, а вдруг сработает. Нет, чуда не произошло. Сам манометр сохраню. Можно будет его куда-нибудь установить. Да, кстати, порошок из огнетушителя применяют как удобрение. Он улучшает плодородие почвы и помогает получить богатый урожай. Сам огнетушитель при распиле пылит порошком. В качестве порошка используют моно- или диамонифосфаты, амофос. Это смесь неорганических солей аммония и фосфора. Карбонат и бикарбонат натрия и калия. Хлориды натрия и калия. С различными добавками против слеживания и комкования. Нижняя часть баллона временно тоже не нужна. Сейчас помою от порошка и на верстак. Начну делать основную часть. Длина баллона получилась примерно 170 мм. Из этого расчета отмеряю трубу с запасом на изгиб в 90 градусов. Решил воспользоваться своим плазморезом, чтобы не пылить. И, кстати, срезы получаются очень качественные, если использовать шаблон. У меня в качестве него линейка. Еще одним плюсом, пользуясь этим плазморезом, я заметил, что экономлю кучу дисков. А качественные отрезные диски сейчас нормально таки стоят. Можно было бы взять сечение трубы и побольше, для большего пропускания потока, но это все-таки экспериментальная конструкция, так что и это подойдет. Дальше будет нужно сделать донце. Решил все-таки старое не использовать, а сделать ровное, из обрезков, которые нашел. И сделать крышку, так как загрузка-то будет вертикальная. Всегда хотел попробовать именно вертикальную загрузку. Согнул отрезок проволоки в кольцо и сделаю из нее решетку. Можно, конечно, было просто просверлить кучу дырок в круге, но решетка, по моему мнению, всегда лучше. Тем более, смотрите, как красиво получилось. Ну, если не всматриваться, делал-то все-таки на глазок. Заодно с решеткой заварю из стык выходной трубы. Вот что получилось. Немного зачистил сварочный шов, а с короткой стороны сделал вогнутый радиус. Ну или отрицательная выпуклость, наверное, она так называется. Труба будет стоять примерно вот так, причем изнутри. Здесь надо будет сделать под нее вырез. Сейчас все покажу. Сделал вырез и все аккуратно заварил. Шов, конечно же, зачистил для красоты. Вот так все задумано. Верхняя, внутренняя часть трубы не доходит до верха. Там, где выход, отлично встает решетка. Встала как влитая. Остается только приварить ее к стенкам. Еще одним инструментом у меня в мастерской, но уже финансовым, является дебетовая карта Тинькофф Блэк. Тинькофф – это более 16 лет работы на рынке финансовых услуг и более 35 миллионов довольных пользователей этих услуг. Сейчас и вы можете присоединиться к Тинькофф и открыть для себя его преимущества. Переводы в другие банки через СПБ с Тинькофф Блэк проще и выгоднее. Вы можете перевести до 1 миллиона рублей за раз и до 5 миллионов рублей в месяц, а главное – без комиссии. Забудьте о походах в отделении и бесконечных очередях. Представитель доставит вашу карту в любую точку, а круглосуточная служба поддержки готова помочь вам в любое время, без выходных. Забудьте о лишних расходах и комиссиях, когда вам нужны наличные средства. С дебетовой карты Тинькофф Блэк вы сможете снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. Платите за коммунальные услуги, интернет и многое другое также без дополнительных комиссий. Оплачивайте связь, детский сад или учебу ваших детей быстро и без переплат. Также карта отлично подходит для получения государственных выплат. С картой Тинькофф Блэк у вас есть возможность открыть совместный счет. Это позволит вам совместно управлять бюджетом, копить на различные цели и обеспечит планирование финансовых обязательств. Такой счет также может быть открыт для ваших детей и пожилых родителей. Откройте для себя мир банковских преимуществ с дебетовой картой Тинькофф Блэк. Переходите по ссылке в описании, чтобы заказать дебетовую карту от надежного банка и начать пользоваться всеми ее преимуществами уже сейчас. Уже наметил небольшую дверцу для прочистки и регулировки первичного потока воздуха. И зачистил весь корпус от краски. Так-то все-таки красивее. Дверца будет открываться на небольшой мебельной петельке. Нашелась в закромах. Не зря она у меня долго валялась. Хотя можно было сделать петлю из чего угодно. Приварил ее прямо через отверстие крепления. И получились практически клепки. Осталось приварить только донце. Оно по плану не должно будет нагреваться при работе.
Из обрезков проволоки, из той, что делал решетку, делаю ручки, чтобы было удобней, даже с завитками для красоты. Вот эта ручка, открывается дверка и закрывается, отлично. Сверху будет крышка для загрузки, она будет сдвигаться в бок, а в качестве петли сделаю обычный болт с гайкой. Приварю его с одной стороны. Основная часть готова, по-моему, неплохо получилось. Нужно еще сделать выхлоп. Делать его буду из тех баллончиков, что взял со своего сарайчика, из 5 штук. Надо отрезать от них верхнюю и нижнюю части. Но это же баллончик из-под газа. Нет, только без искр. Просверлил пару отверстий сверху своим шуриком. Потом промыл их под водой и верхнюю крышку снял пассатижами. И даже после этого некоторые испарения остались. Пришлось еще немного их продуть и проветрить. Вообще, по задумке, я хотел сделать трубу именно из этих баллончиков, вставляя их друг в друга. Вот здесь буду пытаться приварить выход к стенке. Металл стенок очень тонкий. Не знаю, возьмет или нет. Конечно, надежда не оправдалась. Металл очень слишком тонкий. Вот что получилось. Даже на маленьких настройках, как я ни старался, все равно. Выход нашелся сразу. Вот такой старый баллончик. И он тоже от мап-горелки. Он тоже старый и пустой. Стоит у меня уже лет 5. Надеюсь, у меня не синдром Плюшкина. Он на нем сделал переход на диаметр тонких баллончиков и прорезь для варки выхода самого отопителя. Все же в качестве дымохода будет то, что я запланировал заранее. Но как их соединить друг с другом? Варить-то не получится. На помощь пришли круглогубцы с загнутой формы. Ну, в общем, какие-то губцы. И нехитрыми движениями на одной из сторон каждой заготовки я сделал гармошку, тем самым уменьшив диаметр окружности с сохранением ее длины. Классно! Как у заводского дымохода получилось. Теперь они отлично входят друг в друга, и плюс к этому их можно потом разобрать. Закончил с изготовлением, и надо уже испытывать. Крашу все термостойкой краской. И красиво, и ржавчина не будет, и температура этой краски совсем нипочем. Краска закончилась. Надо будет купить еще такую. Она у меня самая расходуемая. По-быстрому собираю отопитель и его импровизированный дымоход. И давайте испытывать. Топливом будет служить обычный березовый уголь. Да-да, древесный уголь для мангалов. Во-первых, он дешевый, везде продается, и его легко сделать самому при желании. А самое главное его преимущество перед дровами, то что при горении древесного угля выделяется количество теплоты, равное 31 мегаджоулю на килограмм, по сравнению с березовыми дровами, где всего лишь 15 мегаджоулей на килограмм. У угля в 2 раза больше теплотворность, а вес 25 литров древесного угля всего 2,5 килограмма. И при этом всем у угля отсутствует дым и искры. На тепловизоре в различных режимах видно изменение температур по областям и работу отопителя. Эта конструкция интересная и необычная, с вертикальной удобной загрузкой. А проходящая внутри трубка отвода газов, быстро прогреваясь, увеличивает начальную тягу газов для их отвода. Конечно, конструкция экспериментальная, и можно внести различные доработки. Хорошая КПД и много преимуществ. Думаю, ее можно использовать и с другими видами топлива. Надо будет попробовать. Друзья, не забывайте подписки, лайки, комменты, ссылки. Вы все знаете. Добра. И еще раз добра вам и вашим близким. Пока.